И я готов покидать этот прекрасный город Иркутск. Сейчас я отправляюсь на станцию Иркутск-сортировочный для того, чтобы уехать в сторону Красноярска. Мы с Ильей разделились, я в Иркутске остался еще примерно на 3 дня. Вот, погулять здесь побольше, а ему хотелось уже ехать. И в принципе у нас немножко разный темп, и мы немного друг другу надоели за целый месяц дороги, как мы едем. И это такой хороший способ для нас отдохнуть друг от друга. Пока. Пока. Спасибо за гостеприимство. Приезжай еще. За то, что проводила меня на эту адскую станцию. Да, у меня было приятное впечатление от нашей встречи. Все, пока. Удачи. А я, короче, в бой. Станция очень палевная. Пипец. Вон там сзади находится военная база. Ну, выглядит так. Еще похоже, что здесь аэропорт рядом. Состав едет, но ни хрена не в мою сторону. Самая хреновая штука, что у меня в телефоне сломался GPS. И я не могу точно определить, где я. Он примерно только определяет, когда интернет включен. Из-за этого лишь приблизительно знаю, где я. Можно попробовать найти, поточнее по мостам, например. Вот он, мост. Похоже, что я вот под ним сижу очень. Выходит так, что я не ездил один на товарниках с тех пор, как покинул Соединенные Штаты. И сейчас подумал, потому что я ехал с Ильей тогда по Мексике, потом с Катей по Бразилии. И сейчас мы снова ехали с Ильей по России. И получается, за очень долгое время я остался один и опять снова один на товарниках. Я же говорил, что здесь аэропорт. Истребитель, короче, взлетел. Офигеть, прикольно. Сейчас что-то отправится, я чувствую. 2 поезда здесь, один стоит. И один справа, один слева. Что-то сейчас отправится из них. И машинист идет. Или охранник. Вон там охранник и здесь охранник. Пойдем. Похуй. Идем на похуй. Идем на похуй. Вот так, вот так. Состав. Его уже скатили с башмаков. Это значит, что он может отправиться в любой момент. И то, что здесь техника сельскохозяйственная в его составе. Это значит, что может быть вагон сопровождения. Фух, я отошел от станции, надеюсь. Сейчас успею его поймать. Он, надеюсь, не разгонится. Вот он уже едет. Давай, давай, красавчик, не разгоняйся. Медленно. Медленно идем, медленно. Давай, ну что? Давай, 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 давай. Там охрана. Блин. Кажется, в такие трипы нужно ехать одному, чтобы не делать себе скидку, типа, чтобы по полную все это испытывать. Стоит, сейчас будет пешеходный мост, и на пешеходном мосту стоит охранник. Нужно спуститься как можно ниже, чтобы от него спрятаться. Только что проехали. Вон он стоит. Мосты обычно охраняются через реки. Я не вижу здесь будки. Эти вроде не
отклоняются. Но я на всякий случай залез в вагон, если что, спрыгну. Здесь такая симпатичная река. Я чувствую, что начинаются тяжелые времена. В плане палева. Станции становятся сложными. Много охраны, много палева везде. Переезды охраняемые. Количество мостов с охраняемыми пунктами тоже увеличилось. В общем, чувствуется, что я подъезжаю к центральной части России. Прекрасные русские поля. И, кстати, прощай, Байкал. Он остался где-то там, позади. Почему-то останавливается, непонятно где. Я решил сменить вагон. Короче, побежали в новый вагон. Ну как побежали? Можно и пешком пойти. Здесь есть открытая буханка, кажется. Тяжело открываются двери. Короче, сейчас. Блять. Давай. Открыл. Если. Охереть. Я давно так мечтал проехаться в буханке в крытом вагоне. Это же супер романтично. Надо побольше открыть створки. Это вообще тяжело открывается. Мы едем почему-то очень медленно, не набираем скорость. А там, в общем, уже очередная станция, виднеется светофор, надо ноги об него не ударить. Картошка немножко протухла. Как протухла? Немножко, кажется, не свежей. Ну ладно, пофигу, так сожру. Нужно маленько спрятаться, потому что на станции могут здесь спалить. Обогнали только что. Поезд разогнался не слабо. Вокруг Иркутска почему-то очень много заводов всяких. Останавливается. Это значит, что на путях железнодорожных пробки. Здесь, в Иркутске, короче, и области, по ночам такая тема, что днем может быть жара, а вечером наоборот, холодно становится. Очень большой перепад температур. И вот сейчас мне вообще так кайфово ехать здесь. Я нашел место, где повесить гамак в этом вагоне. Вот. Вот так он выглядит. Наверное, буду на протяжении сегодняшней ночи ехать. Когда я впервые отправился в путешествие, я не знал английского языка и выучил его в процессе своих путешествий. Это невероятно круто, иметь возможность общаться с людьми из другой культуры.
Я бы хотел вам посоветовать один сервис по изучению английского языка, который называется Puzzle Movies. Там есть фильмы, сериалы и мультфильмы, которые можно смотреть на языке оригинала с русскими, английскими или вообще с двойными субтитрами, и таким образом учить язык, запоминать новые слова и тренироваться воспринимать английскую речь на слух. У Puzzle Movies есть видео с разбором сленговых английских выражений, которые могут быть непонятны при просмотре фильма. Также прямо по ходу просмотра вы можете проходить специальный тест, из которого понимать, насколько хорошо вы понимаете те или иные слова из фильма. А если кто-то из актеров говорит свою речь неразборчиво, вы всегда можете повторно прослушать ее с помощью диктора. Здорово, что можно тратить время на просмотр фильмов и сериалов с пользой. Не просто его выпускать в трубу, а одновременно учить язык. Плюс, например, я получаю гораздо больше удовольствия от просмотра фильма в оригинале и глубже понимаю сюжет. Заинтересовались? Тогда вам по ссылке в описании под видео. Я проснулся сегодня с утра от адского холода. Целую ночь я ехал в этом вагоне. Несмотря на то, что ветер сюда не задувал, мне все равно будет чертовски холодно. Меня спасла одна вещь. Я взял с собой вот такую штуку. Наверное, кто ходит в горы, знает, что это такое. Это космическое одеяло. Вот. Дело в том, что оно очень хорошо сохраняет тепло. У него низкая теплопроводность. Я просто завернулся в него. И благодаря этому окончательно не замерз. Это очень нужная вещь, когда ты путешествуешь на товарниках. Ставлю его поближе. В чем проблема с той станцией, куда я сейчас еду? Там развилка, и железная дорога берет два направления. Одно на Краснодар, куда еду я, второе на Абакан, в общем. И мне нужно как-то определить, куда поедет вот этот поезд дальше. Непонятно. Я на нем уже проехал до хрена, и поедет ли он на Краснодар или свернет. Вот, или искать там другой еще поезд. А там очень сложно определить, как я посмотрел по карте. Да, к такому сходу меня жизнь пока что не готовила. Что я могу сказать? Валим. Надо закрыть за собой. Я только что вылез из состава, и он снова отправился. Поэтому я запрыгнул во вчерашний вагон, залез, и уже туда на одном составе. Впереди сейчас будут мосты с охраной. Я залез в трубу, чтобы меня не было. Я так залез в трубу, чтобы меня не видела охрана с мостов. Я сейчас буду проезжать город, и там, скорее всего, будет на мостах охрана. И я по-прежнему не знаю, в какую сторону повернет этот поезд. Повернет он в сторону Красноярска или Абакана. Очень четко смотреть, в какую сторону мы поедем. Очень много палева на станции. Блядь, охранный пост. Вчера в супермаркете я купил себе роллы на дорожку, да. Такая
эту акцию и поездка. Теперь соевый соус. Запасы еды мои подошли, к сожалению, к концу. Осталось только немного воды, а ехать еще долго. Очередной встречный поезд. Там состав справа сейчас видно. Он меня закроет, и я как раз спущу это, слезу, сойду в его прикрытии. Какое-то здание похоже на будку путейцев или вохка. Вон мой состав стоит, на котором я приехал. Тут какие-то охрененно классные песчаные дюны. Ну как одна дюна. Никогда не видел таких вагонов. Бля, песок. Похоже на вагоны, как в США, только больше. И негде спрятаться. Здравствуйте. А вы не подскажете, где здесь магазин, может быть, или кафе можно покушать? Может, столовая какая-нибудь? Нет, вот здесь, наверное, нету. Ага. А, нет. До вокзала дойди. Ага, далеко до него? Прямо иди. Угу. Прямо. А там спросишь, тебе это объяснят. Ага, хорошо, спасибо большое. До Красноярска осталось 260 километров. И, скорее всего, я здесь поменяю сейчас поезд. По идее, у моего поезда сейчас будет меняться бригада. Это на час, на 2. Не знаю точно сколько. Если здесь есть местечко, где похавать, в общем, пойду сейчас в магазин, у меня кончилась вода. Куплю. Еда тоже кончилась, куплю воды. Похавать что-нибудь. И если... Посмотрю, если мой поезд будет готов к отправлению к тому времени, то опять на него запрыгну. Получается, если все пройдет гладко, я за сутки в России проеду расстояние от Иркутска до Красноярска. Это где-то 1000 километров по железной дороге, может больше. Для России это прямо вау. Офигеть как. Купил себе воды, шоколадку в дорогу. И прямо здесь транзитом проходит по станции поезд. Здесь очень палевно, но я попробую его зацепить. Разогнался, но ничего, вроде можно догнать. Офигеть, я запрыгнул сюда же. Это было чертовски четко сработано. Меня только что завалили на переезде. Мне
же я так спалюсь, а? Прячемся на лесенке, чтобы незаметно было меня. Там был вокзал только что. На той станции, где я думал, что меня будут принимать, меня не принимали. Теперь, скорее всего, будут принимать в Красноярске. Нам нужно будет как-то заранее сойти на ходу, я не знаю. И быть очень осторожным в этом плане. Я сошел только что заранее. Забрался на холм рядом. Значит, смотрю с него. А там пришел Вохр и путеец. И стали искать меня. Короче, не зря я свалил. Фух, короче, я в Красноярске. Посмотрите, кого я встретил на этих качелях. Это же Илья. Здесь... Блин, а прикинь, если бы мы не встретились, я бы сейчас один здесь качался. Вот было бы грустно. Да, это было бы жестко вообще. Это испытание одиночества. Все мы люди в этой вселенной одиноки. Но иногда крепкая мужская дружба. Ну или с женщиной тоже может быть дружба. Она может скрасить одиночество. Представьте, вы летите один в скафандре в открытом космосе. Или качаетесь на качелях под фонарем. А тут, короче, ваше одиночество, оно скрашено. Короче, да. Ништяк.